У нас сегодня микрофон, который в себе в одном корпусе совмещает функции динамического, а также конденсаторного микрофона. Да, друзья, вы можете мне не рассказывать, я прекрасно знаю о тех же барабанных микрофонах, где в одном корпусе есть и динамическая, и конденсаторная головка, но здесь они нераздельны. Они работают вместе, в тандеме, в одном устройстве. И это интересно. И это мы с вами сегодня будем обозревать. Aston Stealth. Друзья, вы находитесь на канале «Давай запишем», где мы говорим о про-аудио. Первым делом давайте обратимся к комплектации сегодняшнего микрофона. Помимо самого микрофона, здесь есть довольно интересная коробочка. Она встречает нас надписью, давайте я вам прочитаю, естественно, на русском. Вот он, ваш новый сын, младенец, не знаю. Теперь вы стали частью семьи Aston. Не забудьте зарегистрировать меня, на этот микрофон, видно, к нам обращается, и ухаживать за мной, естественно. Ссылка на сайт, через который проходит регистрация. Открываем, здесь у нас лежит микрофон и надпись «Загляни под меня». Заглядываем. Еще одна надпись. Здесь что-то интересное. Ну-ка тащи, ну-ка тащим. И тут мы находим холдер быстросъемный для крепления микрофона к стойке. Значочек. Так, и различная типичная макулатура с памяткой, как правильно переключать режимы работы микрофона. Отсюда и далее весь ролик мы пишем с помощью этого самого микрофона. Я не буду говорить о том, что можно найти в официальных пресс-релизах о легендарности самого микрофона, о легендарности, не знаю, людей, которые его делали, о легендарности комплектующих, которые были использованы при создании этого микрофона. Я буду говорить только о фактах. А факты таковы, что это, на мою память, первый микрофон с автоматическим обнаружением фантомного питания. Первый динамический микрофон, который может так работать и который автоматически активирует встроенное усиление при подаче фантома. Что это все значит? Это значит, что со стелсом мы можем работать в качестве обычного динамического микрофона. Но когда нам нужно будет переходить к чему-то более тяжелому, мы подаем фантомку и получаем усиление в 50 дБ. И, собственно, тот звук, который вы сейчас слышите. Здесь есть индикация, вы ее видите, такая красивенькая, неоновая. Она сигнализирует о том, что микрофон используется с фантомным питанием, и усилитель усиливает звук, который идет из микрофона. С карты я подаю где-то 5 дБ, все остальное усиливается только за счет встроенной техники в микрофон. Интересной особенностью является и то, что на корпусе микрофона мы не имеем привычного управления, каких-то переключателей, там, среза низких частот, аттенюатора, выбора направленности и так далее. Корпус полностью монолитный, за исключением 4-позиционного выбора внизу. Он отвечает за режимы работы микрофона, которые давайте сейчас с вами и послушаем. Ради интереса микрофон я перевел в пассивный режим. Начнем с него. Послушаем, как он звучит в качестве обычного динамического микрофона. Раз, два, три, четыре, пять, 3-2 раз. Слушаем сейчас настройку номер 1, V1, которая рассчитана на мужской вокал. Переключим на вторую настройку. Тут есть такая легкая трещоточка, очень приятная. Итак, V2 — это вокальная, опять же, настройка, рассчитанная на вокал и речь, но уже женскую. Звучит следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, 3-2 раз. Переходим на третью настройку. Настройка G, то есть для гитары. Звучит следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, 3-2 раз. И, наконец, последняя настройка, настройка D. Расшифровывается как DUC. На самом деле это еще одна фишка. Помимо приемника катушечного, который, собственно, является динамический микрофон, мы можем с помощью специальной эмуляции получить из этого микрофона звучание ленточного приемника, то есть ленточного микрофона. И вот сейчас, собственно, вы слышите эту самую эмуляцию ленточного приемника. Раз, два, три, четыре, пять, 3-2 раз. Теперь переключимся на активный режим, подадим фантомку и уберем все усиление с аудиоинтерфейса. И, собственно, вот так он звучит, уже с поданным фантомом. Раз, два, три, четыре, пять, 3-2 раз. Напомню, первый пресет, точнее настройка. Мужской вокал, мужской голос. Переключаемся. Голос женский звучит следующим образом. 1, 2, 3, 3-2 раз. Идем дальше.
Настройка для записи и подзвучивания гитары звучит следующим образом. 1, 2, 3, 3, 2 раз. И, наконец, настройка D, Dark, темная, которая эмулирует своим звучанием такой приемник ленточный, то есть ленточный микрофон, грубо говоря. 1, 2, 3, 3, 2 раз, звучит все это дело как-то так. К слову, если мы с вами собрались писать что-то громкое, ну, скажем, вокал или гитарный кабинет, то не бойтесь перегрузить и навредить этим самым микрофону. В пассивном режиме Stealth имеет запас аж в 140 дБ звукового давления. Это позволит нам размещать такой микрофон вплотную к сетке раскачанного гитарного кабинета. Сейчас небольшой спонтанный тест. Итак, микрофон у нас направленный, то есть, по идее, он не должен захватывать какие-то звуки с периферии, ну, в частности, звучание клавиатуры. Наша старая, добрая, отечественная механическая клавиатура. Давайте постучим по ней. Постучим и что-нибудь поговорим. Что-нибудь такое, что-нибудь детакое. Не знаю, все, что придет в голову. Как слышите, клавиатура не очень лезет в сам микрофон. По большей части вы слышите мой голос. Это значит, что направленность работает как нужно. И вы будете слышать меньше шума во время, ну, тех же самых стримов, озвучек и так далее. Теперь, что нас интересует? Нас интересует ветрозащита, которая здесь встроенная. Тут я вижу поролон. Можно поговорить П, Б, П, Б, П, 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 Б, и сравню все это дело попутно с SM7B. Переходим на SM7B, тут тоже есть ветрозащита, правда, здесь большая ветрозащита. П, Б, П, Б, П, 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 Б, П, Б, П, Б. Вот так она работает. Ну, естественно, поговорю немножко в SM7B, чтобы мы смогли сравнить именно звук Эстона в сравнении с Шуром. Поговорю о SM7B. На SM7B, напомню, мы подаем усиление, причем усиления довольно много, это 50 дБ чистого гейну, тогда как на Eston у нас идет, ну, где-то 5 дБ просто для галочки. По сути, вот этот микрофон раскачивает встроенный в него усилитель. Раз, два, три, четыре, пять, 3, 2 раз. Помимо всего прочего, здесь есть куча различных мелких вещей, которые тоже довольно интересны. Это быстросъемный крепеж к микрофонной стойке. Это фирменный антишоковый подвес. Это защита от электромагнитных полей в виде клетки Фарадея. Сейчас давайте послушаем микрофон на голосе. Будем использовать пресет V1. Это мужской вокал, я вам напомню. И будем то подавать фантомку, то отключать. И сравнивать то, что мы с вами можем получить на записи. Твои следы в сугробах у реки, как и следы, они тонки. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь хотя бы один твой след, но только тронь, он просто снег. Он разлипается, он рассыпается, и вот в руке одна вода, а следа нет. Внутри твоих следов лед расставания. Ну поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам.
Знаете, под конец ролика мне действительно стало интересно, а сможет ли Эстон стать таким новым законодателем моды в мире подкастов, звукозаписи и вещания в общем? Если учитывать, что мы сравнивали его с таким негласным, а может даже и гласным королем в этом царстве. Хотя стоит учитывать, что король тот еще прожора, любитель возлияний и сытых перов, которому необходимо 50 дБ усиления. Тогда как этому микрофону 50 дБ не нужно, потому что у него есть встроенный усилитель, который дает ему это самое усиление, и на нем вы сможете работать независимо от того, к какому аудиоинтерфейсу вы подключите этот микрофон. Он всегда будет работать стабильно и с тем же звуком. Так вот, напишите нам в комментариях, уделывает ли Aston Stealth старый добрый SM7B. По крайней мере, по ценнику он его уделывает. С вами был канал «Давай запишем». Здесь мы говорим про аудио. Всем пока! Послушаем микрофон на голосе, но на этот раз на вокале. Будем использовать настройку V1 мужской голос и иногда подавать то, наоборот, отключать фантомное питание, чтобы сравнивать разницу. Запишем? Молодец, снято. О, было бы так легко. Извините, все нормально? Наверное.